Приветствую! Анализ, обзор, прогноз криптовалют. После того, как биткоин вплотную подошел к своим лоям, весь крипторынок показывает бодрый рост. Сегодня большинство монет в зеленой зоне, но индекс страха и жадности при этом снова на минимальных значениях. Сегодня это значение 10. Такой страх в последний раз был 22 июня. Именно в этот день биткоин показал свой пока еще не пробитый лой 22 июня. Биткоин Rainbow Price Chart по-прежнему относит цену биткоина в разряд дешевого, и мы подобрались примерно к середине данного диапазона. Индекс альтсезона находится вблизи сезона биткоинов, но по-прежнему так и не зашел туда. На сегодня это значение 29, биткоин сезон начинается после 25. За последние сутки ликвидировало почти 54 тысячи трейдеров, и что удивительно, почти 91% из всех ликвидированных трейдеров это шортисты. Мало кто ожидал, что будет такой бодрый и резкий отскок наверх. Grayscale же за последние сутки закупал только Litecoin, все остальное решил распродать. Недавно мы уже рассматривали эту зависимость Google трендов и индекса страха и жадности. Было замечено, что после того, как индекс страха и жадности пересекал снизу вверх тенденцию Google трендов, цена после этого не снижалась, а шла только наверх. Сейчас же мы находимся в непосредственной близости, два этих графика идут параллельно, и индекс страха и жадности находится на самых своих минимальных значениях. Поэтому если Google тренды не начнут свой рост, а индекс страха и жадности, несомненно, свой рост когда-нибудь да начнет, после увиденного пересечения можно будет ожидать дальнейшее движение цены биткоина наверх. Данные монеты были самыми популярными в поиске на сервисе CoinGecko, и многие из них относятся либо к игровым, либо к монетам-мемам, такие как Shiba. Но стоит отметить, что BNB и ADA по-прежнему пользуются популярностью, и многие трейдеры интересуются и ищут их на специализированных сервисах. А это первая крипто-двадцатка и их значение, сколько они потеряли в цене от своего исторического максимума. Судя из данной таблицы, интернет-компьютер потерял больше всех, более 90%. Довольно-таки популярный твиттер-аккаунт Documenting Bitcoin опубликовал запись с напоминанием того, что в 80-м году Массачусетс запретил своим гражданам покупать IPO Apple, когда инвестиции в размере $100 в то время стоили бы теперь 125 тысяч долларов, и приводит вырезку из старой газеты 80-х годов. Этим они напоминают, что когда-то пытались бороться и с такими гигантами современности, как Apple. Резервы биткоина на всех биржах после увеличения данного показателя немного приостановились. То же самое можно сказать и про приток биткоина на все биржи. После резкого пополнения резерва биржи значения данного графика также вернулись на довольно-таки низкие показатели. При этом объем продаж и покупок сильно не вырос. Из этого можно сделать вывод, что недавнее падение не было связано с продажей тех биткоинов, которые недавно завели. Вполне возможно, это еще впереди. По эфириуму никаких таких изменений резких нет. По-прежнему резерв эфириума на всех биржах продолжает немного снижаться, а резерв стейблкоина на всех биржах, напротив, после небольшой коррекции продолжил движение наверх. Резервы стейблкоинов увеличиваются. Хешрейт после продолжительного роста сломал восходящую тенденцию, и сложность майнинга уменьшилась. Именно на этом фоне продажи майнеров резко пошли в рост. Они не стали слишком большими, потому что данный график показывает, что только значения выше 2 указывают на то, что большинство майнеров продают. Да, их стало больше, тех, кто продает, но их по-прежнему не большинство. Из новых событий сегодня много листингов. 22 июля анонсирован листинг на бирже Bitfinex монеты Waves. На бирже Bittrex будет залистена монета Zilliqa 21 июля. 22 июля состоится листинг на бирже Bitmart монеты NIR. И монета Nexa 22 июля будет залистена на Index. Также на эту биржу будет добавлена и монета Quant. Ранее добавленная новость по монете Polkadot. 21 июля листинг на бирже KickX. Также из ранее добавленного монета Graph будет залистена на Bitfinex 21 июля. Сегодня много интересных новостей, и одна из них это то, что ARK Invest купила дополнительные 140 тысяч акций Grayscale Bitcoin Trust. Все эти акции были оценены в сумму в 3,3 миллиона долларов. Ранее покупки уже совершались, и теперь биржевой фонд содержит 9 миллионов акций Grayscale Bitcoin Trust на сумму 216 миллионов долларов. Также они купили 120 тысяч акций американской криптобиржи Coinbase, а как известно, если вы покупаете акции Coinbase, то это практически то же самое, что если бы вы инвестировали в биткоин, потому что графики у них ходят друг за другом. Важно отметить, что представитель ARK Invest Кэти Вуд будет выступать вместе с Илоном Маском на конференции. И, возможно, именно поэтому рынок так хорошо реагирует на данное событие, потому что данная покупка позволяет делать выводы, что спикеры будут настроены позитивно. ЕС намерен запретить анонимные криптокошельки. Они представили амбициозный пакет законодательства
законодательных предложений по усилению правил Евросоюза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Сегодняшние поправки обеспечат полную отслеживаемость переводов криптоактивов, таких как биткоины, и позволят предотвращать и обнаруживать их возможное использование для отмывания денег или финансирования терроризма. Кроме того, анонимные кошельки криптоактивов будут запрещены в полном объеме, применяя правила ЕС к криптосектору. Если данный законопроект будет принят, то, я думаю, анонимные монеты почувствуют на себе это влияние. Недавно также была новость о том, что, например, биржа Exmo делистит такую монету, как Monero, как раз таки из-за законодательства Европы, где эта биржа и зарегистрирована. Британская налоговая запросила данные клиентов зарубежных биткоин-бирж. Они хотят получить имена и адреса как постоянных, так и разовых пользователей торговых платформ. Их также интересуют сведения о периодичности транзакций и общей сумме активов. Стало известно, что по своим запросам они уже получили информацию за 17, 18, 19 и 20 годы. С каких площадок это было передано, пока не уточняется. Но я думаю, если они будут запрашивать даже у Binance, Binance не будет сопротивляться и просто передаст все данные властям Британии. Я думаю, если данная инициатива пройдет просто без сучка и задоринки, то все страны начнут запрашивать данную информацию, чтобы либо наказать тех, кто торгует криптой, либо заставить платить налоги. Интересная новость. Дезодорант Axe выпустил ограниченную серию своей продукции с изображением Dogecoin. Вот уж я никогда не поверю, что они сделали это самостоятельно и без того, чтобы им кто-то за это заплатил. А если кто-то готов платить за размещение подобной рекламы на довольно-таки известном бренде, то я думаю, перспектива у Dogecoin неплохая. Данную монету не забросят. Не зря же бабки в рекламу вливают. Axe отправил подарочный набор сторонникам Dogecoin, в том числе ее создателю. В сопроводительном письме они написали: «Мы отправимся на Луну. Здесь вы найдете все необходимое для этого». Они обещали выпустить эту серию, когда Dogecoin достигнет $1, но, видимо, не дождались, создали ограниченную серию, но Dogecoin так и не дошел до отмеченных целей. Пришлось выпускать как есть по текущей цене. В Пекине скоро пройдут Олимпийские игры, и там они планируют ввести в оборот свой цифровой юань. Но США против этого, и они решили запретить своим спортсменам использовать его, на что Пекин призвал не политизировать Олимпийские игры из-за цифрового юаня. Бывший директор Института цифровой валюты при Центробанке Китая Яо Цянь заверил, что цифровой юань не является способом слежки за гражданами. По его словам, слежка за гражданами не входила в планы китайского Центробанка. Однако, вопреки заявлениям Цяня, нынешний директор института заявил, что конфиденциальность цифрового юаня все же будет контролируемой, а контролируемая конфиденциальность равно слежка. Поэтому опасения США в принципе оправданы. Важная новость то, что Circle и MasterCard протестируют расчеты в стейблкоине USDC. Именно Circle выпускает данный стейблкоин, и он является вторым по популярности после Тезера. Вот Circle заключили партнерское соглашение с MasterCard для того, чтобы упростить конвертацию криптовалюты в фиат и протестировать использование USDC в качестве средства расчетов. Партнерство разбито на два этапа, и на первом этапе MasterCard начнет использовать данный стейблкоин для упрощения обмена криптовалюты и расширения возможностей эмитентов и компаний цифровыми активами. А во второй части будет проведено тестирование, включающее в себя использование данного стейблкоина для платежей на MasterCard. Второй этап, естественно, более интересный и подразумевает оплату стейблкоинами даже в магазине «Пятерочка». JP Morgan заявили, что богатые клиенты их банка рассматривают биткоин как класс активов и настаивают на том, чтобы им предоставляли услуги по инвестированию в данный актив. Естественно, они не хотят терять своих клиентов и заработок, и поэтому заявляют, что наша задача помочь им вложить деньги туда, куда они хотят. Аналитики JP Morgan часто заявляли, что они не считают биткоин каким-то хорошим вложением средств, но если их клиенты хотят туда вкладывать, они не будут им перечить и помогут это сделать. И это тоже хорошая новость для крипты. А мы давайте посмотрим, что происходит у нас на биткоине, эфириуме и Ripple. Биткоин у нас пробил нисходящий канал, недолго он находился вне данного диапазона и снова вернулся в него. Давайте теперь посмотрим, пробил ли он лой. Предположительный импульс у нас был здесь, и мы этот лой 100% пробили. Но самую низкую точку, за которым стоит большинство стопов, мы так и не зацепили. Вполне возможно, и не зацепим, потому что многие планировали здесь закупаться. И, конечно, могут этого не дать сделать. Мы ударились о сильный уровень поддержки. Сейчас у нас идет довольно-таки бодрый отскок, объемов больших нет. Тот сценарий, который у нас был бычьим, отменяется. И я сейчас просто буду наблюдать за тем, как будет вести себя график. Пока все выглядит неплохо. Жаль, что нет объемов, но движение 100% импульсное.
если оно не будет трансформировано в 3 волны, то здесь, в принципе, может быть и разворот. Еще раз напомню, что вот она зона, минимальная зона, куда мы должны были скорректироваться, мы уже второй раз ее посетили, а вот она, расчетная зона, куда мы должны были довести вот эту 5-ю волну. Мы по-прежнему можем сюда прийти, по-прежнему можем завершить движение в расчетной зоне, но слишком многие ожидают падения для закупа, могут этого и не дать. Поэтому какая у меня сейчас стратегия по биткоину? Глобально сценарий остается прежним. Здесь у нас завершение волны А, либо она будет здесь, либо сейчас уже завершается, и нужно ловить отскок в волне Б. Предыдущий импульс не позволил нам полноценно развернуться и пойти наверх, и теперь просто нужно наблюдать за рынком и ждать, когда он покажет нам разворот. Данный импульс, который мы сейчас наблюдаем, вполне может быть им. Если глянуть на часовике, тоже здесь объемов не особо много. Давайте на 15 минутках. Не люблю я спускаться на такие таймфреймы, но здесь есть какой-то хотя бы рост объемов, и на маленьком таймфрейме можно понаблюдать, как будет сформирован импульс. По идее сейчас идет 3-я волна, после чего 4-я и добивка 5-й. Если будет такая 5-волновка, то вполне вероятно, что мы после формирования данного импульса получим как минимум еще один. Поэтому я по-прежнему думаю, что сильно мы не пойдем, хоть расчетная зона у нас и на 20 тысячах, но уж слишком многие хотят увидеть данные цифры. Я пока половлю отскок здесь, потому что здесь, в принципе, неплохо выглядит рост, который мы сейчас видим. К тому же есть вот такая штука на дневках. По индикатору здесь просто шикарнейший дивер на лонг. Такой же шикарнейший дивер был и вот здесь на 60 тысячах. Также индикатор здесь понижался на повышающихся ценах. После чего случилось что? Все мы прекрасно знаем. Мы пошли вниз. Здесь, в принципе, аналогичная ситуация. Здесь у нас цена понижается, индикатор прет наверх. Вполне вероятно, что мы и здесь можем получить рост хотя бы в волне B. Пока это мой основной сценарий. Я буду наблюдать, как поведет себя цена на вот этом отскоке. Пока все выглядит хорошо, но без необходимых объемов. Но в любом случае, вполне вероятно, я посмотрю, как мы будем корректироваться. Рассмотрю вот здесь вот вход на коррекции данного импульса. И стоп поставлю за уровень сопротивления, который мы в этот раз тоже не пробили. По эфириуму у нас, по-моему, аналогичная ситуация. Мы здесь, давайте посмотрим, пробили или нет. Да, мы здесь также пробили вот этот лой, но самый такой низкий уровень мы так и не зацепили. Закрылись повыше. Снова пришли в минимальную зону коррекции. Расчетная зона коррекции находится вот здесь на $1000 за эфириум. И глобально здесь разволновка аналогичная. Повторяться не буду. Также рассчитываю на то, что отсюда мы уже можем получить рост в волне B. Просто залетать сейчас я на росте не буду. Лучше дождаться коррекции, посмотреть, как здесь будет вести себя цена. И по возможности возьму со стопом за начало импульса. Здесь перспектива как минимум на волну B. Либо вообще на разворот и на to the moon, как говорится. Но данную зону я также оставляю, потому что она по-прежнему не отменена. У меня может сработать стоп, и я могу ловить цену пониже. Ничего страшного, стопы — это часть торговли. И чтобы срабатывание стопа не было критичным таким событием, которое оставит вас без штанов, нужно рассчитывать правильно позицию. По риплу давайте глянем, пробили мы ли здесь лой? Нет. Также мы пока не обновили минимальное значение цены. Пришли к уровню поддержки, пробили нисходящий канал. Ripple я пока даже рассматривать к покупкам не буду, так как и отскок здесь какой-то дохленький в сравнении с биткоином и эфириумом. Здесь также перспектива есть на дальнейший рост в волне B, но факторов на то, что развернемся с текущих уровней, пока нет. И здесь более рисковая сделка, чем по биткоину и эфириуму. Здесь я пока еще понаблюдаю. Возможно, мы еще и побольше отрастем, и объемы здесь появятся, и тогда уже можно будет с большей уверенностью входить. По той же схеме, как и на предыдущих монетах. Давайте индекс доллара глянем. Ну, вот в последний раз мы, когда его смотрели, как раз таки вот мы на заходном и предположили, что будет рост, так и получилось. Получили заходной, коррекцию, и индекс доллара попер вверх. Давайте посмотрим теперь, где он может остановиться. Мы не посетили минимальную зону коррекции, предыдущий лой, так и не дошли до туда, поэтому остается все еще вероятность, что мы можем пойти снова вниз. Это хорошо будет для биткоина, так как на слабом долларе все активы против доллара показывают лучшую динамику, чем на растущем индексе доллара, это естественно. К тому же за падение данного индекса говорит и дивергенция на индикаторе, на дневке она есть, на 4 часах естественно тоже есть, поэтому я думаю будет падение индекса доллара, и на это биткоин может подрасти, и получим мы свою волну B. На этом сегодня все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Всем удачной торговли и счастливо!